Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Доктор Здоровья». Меня зовут Сергей Иванович. Сегодняшнее видео не про страх, а про понимание. Не про чудеса, а про реальные шаги, которые может сделать каждый. Я часто вижу одну и ту же картину. Человек или его близкие слышат тяжелый диагноз, и земля уходит из-под ног. В такие моменты важно не поддаваться панике, а задать правильный вопрос. Что я могу делать каждый день, чтобы помочь своему организму? Именно об этом сегодня говорят ученые, нутрициологи и врачи по всему миру. И если вам важно здоровье, поставьте лайк уже сейчас и подпишитесь на канал, чтобы не потерять эту информацию. Дальше будет самое важное. Я сразу скажу честно и прямо, ни один продукт, ни одно народное средство не лечит рак само по себе. Но есть доказанный факт. Питание может поддерживать иммунитет, снижать хроническое воспаление и мешать агрессивному росту поврежденных клеток. И именно это сегодня называют одним из ключевых факторов в борьбе организма. Ученые все чаще говорят, тело либо создает среду, в которой болезни легче распространяться, либо среду, где им сложнее. И еда здесь играет решающую роль. Через пару минут вы узнаете о простых продуктах, которые есть почти в каждом доме. Обязательно досмотрите видео до конца, там будет важное обобщение. Первое, с чего всегда начинают исследования, это ежедневные овощи и фрукты с антиоксидантами. Не экзотика, не дорогие добавки, а обычные яблоки, ягоды, капуста, свекла. Ученые объясняют просто. Антиоксиданты помогают клеткам защищаться от повреждений, которые со временем могут приводить к опасным изменениям. Как правильно, 400-500 граммов овощей в день. Из них хотя бы половина сырые или слегка приготовленные. Яблоко 1-2 штуки в день, лучше с кожурой. Это не лечение, а ежедневная защита, и она работает только при регулярности. Теперь о том, что часто недооценивают. Пряности и травы. Куркума, чеснок, лук, петрушка. В народе их ценили веками, а сегодня их изучают в лабораториях. Например, куркумин, вещество из куркумы, активно исследуется за способность снижать воспалительные процессы. Как применять? Куркума. Пол чайной ложки в день обязательно с черным перцем и небольшим количеством масла, чтобы она усваивалась. Чеснок. 1 зубчик в день. Раздавить и дать постоять 5-10 минут. Это мелочи, но именно из них складывается система. И еще один важный момент, о котором редко говорят громко — движение. Не спорт, не изнуряющие тренировки, а мягкая ежедневная активность. Простая ходьба 30-40 минут в день улучшает кровообращение, работу лимфы и обмен веществ. Упражнения. Медленная ходьба плюс глубокое дыхание. Вдох носом на 4 шага, выдох ртом на 6 шагов. Делать ежедневно. Это помогает телу эффективнее использовать все полезное, что мы ему даем с пищей. И прямо сейчас напомню, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, что из этого вы уже делаете. Дальше будет еще важнее. Теперь давайте поговорим о том, что ученые все чаще называют тихим врагом – сахар и резкие скачки глюкозы. Я не пугаю и не запрещаю, я объясняю, как надо делать правильно. Избыток сладкого создает в организме среду постоянного воспаления, а именно этого ослабленному телу меньше всего нужно. Как действовать? Не убирать все сразу, а заменить. Белый сахар на сухофрукты в малом количестве, конфеты на ягоды, сладкую выпечку на запеченное яблоко с корицей. Это не диета, а грамотная поддержка обмена веществ. Отдельно скажу про жиры, потому что вокруг них много мифов. Организму нужны правильные жиры. Без них иммунные клетки работают хуже. Речь идет об оливковом масле, льняном, орехах, семенах. Исследования показывают, такие жиры помогают снижать воспалительные процессы. Как принимать? 1 столовая ложка оливкового масла холодного отжима в день. Лучше добавлять в салат. Орехи – горсть в день, не жареные. Это простые вещи, но именно они создают базу, на которой организм может держаться. А теперь народное средство, о котором знают давно, но часто используют неправильно. Отвар овса. Его ценят не за чудо, а за мягкую поддержку печени и выведение лишнего.
А печень – это главный фильтр организма. Рецепт. 1 стакан цельного овса промыть, залить 1 литром воды, томить на слабом огне 30-40 минут, остудить. Как принимать? По половине стакана 2 раза в день за 20 минут до еды. Курсом 2-3 недели. Это не лечение, а помощь телу в восстановлении баланса. Очень важный момент – сон и режим. Об этом редко говорят в громких заголовках, но именно ночью организм включает системы восстановления. Недосып – это постоянный стресс для иммунитета. Как надо? Ложиться до 23:00, спать не менее 7 часов, за час до сна, без новостей и экрана. Простое упражнение перед сном. Медленный вдох на 4 секунды, выдох на 6 секунд, 5 минут подряд. Это снижает уровень тревоги и помогает телу перейти в режим восстановления. И вот здесь я хочу остановиться и задать вам важный вопрос. Вы все еще думаете, что здоровье зависит от одного чудо-продукта? На самом деле все работает только в системе. Питание, движение, сон, спокойствие – как детали одного механизма. Дальше я расскажу о продуктах, которые особенно активно изучают ученые в контексте защиты клеток, и о том, как сочетать их между собой. Если тема важна, поставьте лайк прямо сейчас. Это помогает каналу, и вы не пропустите продолжение. Теперь подходим к теме, о которой все чаще говорят в научных публикациях, но редко объясняют простыми словами – кишечник и иммунитет. Более 70% иммунных клеток связано именно с работой кишечника. Если он перегружен и воспален, никакие полезные продукты не работают в полную силу. Что делать правильно? Каждый день включать ферментированные продукты. Квашеная капуста – 2-3 столовые ложки в день, без уксуса. Кефир или ряженка – 1 стакан в день, лучше вечером. Это создает среду, в которой полезные бактерии помогают организму защищаться. Следующий продукт, который сегодня активно изучают ученые – зеленый чай. Не как модный напиток, а как источник веществ, поддерживающих клеточную защиту. Речь идет о катехинах, которые помогают снижать окислительный стресс. Как пить? 1-2 чашки в день. Не крепкий. Температура – теплый, не обжигающий. Заваривать 2-3 минуты, не больше. Это не лекарство, а спокойная ежедневная привычка, которая работает только при регулярности. Нельзя обойти стороной и бобовые, чечевицу, нут, фасоль. Они дают организму растительный белок и клетчатку, которая буквально убирает лишнее изнутри. Исследования показывают, питание с достаточным количеством клетчатки связано с более устойчивой работой иммунной системы. Как употреблять? 3-4 раза в неделю, порция 150-200 граммов в готовом виде. Начинать с малых порций, чтобы не было вздутия. Все делаем мягко и постепенно. И вот здесь важно сказать о том, чего стоит избегать, хотя об этом не любят говорить. Речь о постоянных перекусах, поздних ужинах и еде на бегу. Когда организм все время занят перевариванием, у него просто нет ресурсов на восстановление. Как правильно? Последний прием пищи за 3 часа до сна. Есть медленно, без спешки. Простое правило. Если можно подождать 10 минут, подождите. Это снижает нагрузку на тело и помогает ему включать внутренние защитные механизмы. Сейчас мы подошли к самому важному, переломному моменту этого видео. Все, о чем я говорю, не работает по отдельности. Но когда человек начинает ежедневно делать хотя бы половину из этого, организм получает шанс. Не гарантию, не обещание, а шанс. В следующей части я соберу все в четкую схему утро, день, вечер, чтобы было понятно, как это внедрить в обычную жизнь без стресса. Если вам откликается такой подход, напишите комментарий и поддержите видео лайком. Дальше будет финал. Итак, давайте соберем все в практическую схему. Утро начинается с воды комнатной температуры и легкой зарядки. 5-10 минут дыхательных упражнений и мягкой растяжки. После – завтрак с овощами или фруктами. Добавляем немного орехов и овсянку. Днем – белок, бобовые, зеленые овощи и зеленый чай. Вечером – легкий ужин,
Ферментированные продукты, спокойная прогулка и глубокое дыхание перед сном. Все это выглядит просто, но именно системность создает эффект поддержки организма. Важно помнить, все, что мы делаем, не как лечение, а как профилактика и поддержка организма. Народные средства, которые мы обсудили – куркума, чеснок, овес, квашеная капуста – работают только при регулярном и правильном применении. Дозировка имеет значение. Куркума с черным перцем, чеснок раздавленный, овес по полстакана дважды в день. Маленькие ежедневные шаги создают прочный фундамент для здоровья. Это несложно, просто нужно внедрять привычки постепенно. Я хочу напомнить о силе простого движения. Даже если вы сидите большую часть дня, 30-40 минут прогулки, легкие упражнения или растяжка в обед – это уже вклад в иммунитет. Движение улучшает циркуляцию крови и лимфы, помогает питательным веществам доходить до каждой клетки. Упражнения – ходьба, легкие приседания или растяжка по 10-15 минут утром и вечером. Регулярность – ключ к результату, а не интенсивность. И вот финальная интрига. Именно сочетание питания, движений, сна и привычек создает среду, в которой тело сильнее противостоит болезням. Не существует чудо-продукта, но есть система, которая работает ежедневно. Если вы внимательно смотрели, то знаете, как все соединить в жизнь. Теперь все зависит от вас. Внедрять шаги и наблюдать, как меняется самочувствие. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и поделитесь видео с теми, кому это важно. Трижды напомню, это помогает распространить полезную информацию. И в заключение хочу сказать огромное спасибо каждому, кто досмотрел до конца. Вы сделали шаг к пониманию, как поддерживать здоровье без лишней паники и суеты. Повторяю еще раз, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий, что вам понравилось больше всего. Поделитесь этим видео с близкими, пусть и они узнают, как простые продукты и ежедневные привычки могут помогать организму. Мы продолжим делиться практическими советами, и вместе мы делаем здоровье привычкой.